Всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня перекладывала свои старые книги теней, которые уже полны, наполнены, и наткнулась на некоторое количество заговоров, ритуалов, которые были на моих старых каналах. Сначала эти каналы где-то в 2018 году удалили. Потом часть этих работ загрузили на канал «Архив ведьминой избы». Был такой канал, если вы помните. И когда последнее время, последний раз этими всякими страйками начали вредить моему каналу и дочерним каналам, и некоторые дочерние каналы удалили, то удалился и архив ведьминой избы, а там были эти работы. Я просила Яну, оттуда скидывала ей ссылки, какие работы еще не опубликованы, чтобы она набрала текст. И я была намерена загрузить на новый канал эти ролики. Но как-то сегодня-завтра так и не удалось. И сегодня, когда нашла, у нее спрашиваю, а вот эти заговоры, которые я тебе кидала, ты успела сохранить? Оказывается, что нет. Она не сохранила, следовательно, и не набрала текст. И я так подумала, надо их загрузить. Думаю, надо, может быть, взять, поеду, у меня все эти работы старые на дисках, потому что я тогда снимала на видеокамеру, что надо бы поехать, когда в Москву, все это забрать, загрузить. Потом думаю, там не особо хорошего качества, старые все-таки ролики. Возьму, просто пересниму эти работы, да и все. Вот на то мы договорились. И, как вы знаете, одно время, когда я немного болела и была менее активна в Ютубе, это лет 7-8 назад почти. И многие мои работы были свистнуты. Многие работы забирали с одноклассников, переделывали, которые сейчас на некоторых сайтах узнают мой почерк. Я думаю, пока эти работы тоже где-нибудь не забрали себе, нужно опубликовать. Тем более, что они очень достойные труды, очень нужные. Там много, поэтому, естественно, я за один раз не смогу это все записать и буду записывать частями. Просто напишу, на что они, на какой случай, и просто так подразделю на несколько видеороликов. В данный момент сниму серию шепотков на все случаи жизни. Сегодня сниму одну часть. Это на быстрое исполнение желаний, на удачу, везение. Друзья мои, дело в том, что я хочу вам объяснить, почему есть заговоры скоропомощники, есть заговоры шепотки. Немного отличается. Скоропомощники – это то, что прямо сейчас тебе поможет. И шепотки в том числе. Они такие же скоропомощники, просто я называю их шепотками для того, чтобы вы поняли, как их нужно произносить. Есть определенные частоты. Звуковые частоты, есть определенные звуки, которые слышат духи определенной категории, громко говорят и обращаются к духам другой категории, делают ритуалы и проводят обряды для духов более таких высших сфер и так далее. Если громко сказать эти слова, они могут получиться, может быть, есть вероятность, но
не особо, скажем так, возможно. Если сказать это шепотом, то те духи, к которым обращаются, они услышат. Поэтому и называют шепотки, потому что их говорят шепотом. Вот знаете, да, шептуни, бабки шептуни, или говорят, бабка отшептала. Это все вот из той категории. Обращаться к определенным духам, определенной категории, определенного астрального слоя, которые на одних частотах с этими шепотками. И они быстро слышат и помогают. Итак, чтобы желание исполнилось, но чтобы прям желание исполнилось такое более масштабное, конечно, нужно провести ритуалы или заговоры читать, которые я вам дарила. Но чтобы в этот момент, например, вас приняли на работу, да, или вот вам завтра нужно идти на собеседование, чтобы рассмотрели вашу кандидатуру и так далее. Вот на такие случаи. Желательно, естественно, проводить ритуалы. Они более сильно действуют. Но можно наряду с ритуалами, вот вы провели, и уж чтобы наверняка получилось, перед сном это сделать или перед тем, как идти, я вам объясню каждый шепоток, как это произносится, и идти. И тогда у вас наверняка это получится. Это у меня Зена храпит. Итак, если на следующий день у вас важное дело, и вы хотите, чтобы получилось, как вы хотите, желание произносить не нужно. Духи знают, что вы хотите. Нужно иногда четко произносить, но не в этом случае. Значит, налейте воду, нашепчите на воду 3 раза, залпом выпейте стакан воды и ложитесь спать. Но именно перед тем, как вы уже собрались 100% лечь спать, после чего вы не зайдете в интернет или куда-нибудь еще. Потому что вот та энергия, которая призывается, она должна сконцентрироваться на этом желании и больше никуда не распыляться, никуда не тратиться. Вот именно поэтому есть определенный заговор или шепотки, после чтения которых вы должны лечь спать. Итак, налили воду. Можно с чайника теплую воду, можно из-под крана, неважно, какой вы пьете. Можете с бутылки налить воду, то есть которую продают в магазине, но не газированную и не минеральную, обычную воду. Нашептали над стаканом вот таким образом, чтобы ваше дыхание касалось воды. Залпом выпили, легли спать. Итак, полный стакан живой воды. Пусть мое желание исполнится, как стакан водой наполнится. Истинно так. И потом выпили. Я, давайте буду произносить 1 или 2 раза, потому что тут огромный материал, мне нужно успеть вам это передать. Полный стакан живой воды. Пусть мое желание исполнится, как стакан водой наполнится. Истинно так. Следующее. Когда вы встаете, если вам ранним утром нужно куда-то поехать, или вы хотите, чтобы у вас весь день был удачный, но ранним утром, когда солнце только встает, говорите в окно 3 раза, глядя на небо. Неважно, солнце видите или нет. Солнце красное на небо поднимается, и желание мое исполняется. Истинно заклято. Дальше. Выходите куда-нибудь, и вам нужно, чтобы вот прошло удачно то, что вам хочется. Может, вы за покупками, чтобы вам уступили, чтобы вы именно вот это купили по той цене, на которую рассчитываете, да, купить. Может, чтобы вам скидку сделали, еще что-то подарили и так далее. Удачный выход из дома. Вот вышли перед порогом, то есть шагнули за дверь, сказали, закрыли дверь и ушли. Духи,
Берите мое счастье за руку, укажите ей ко мне дорогу, прямо к моему порогу. И идите по делам. У вас обязательно получится. Если вы идете, например, в банк, если вы идете по важным делам, не знаю, по любому делу, и вам нужна удача, везение. Наступите правой ногой на порог, не выходя из дома. Скажите 6 раз и идите. И у вас обязательно получится. Да, при этом можно, естественно, закрыть дверь и все такое, и идти. Мой порог свят. Я на свой порог наступаю, что желаю, то получаю. Заклинаю. Еще раз. Мой порог свят. Я на свой порог наступаю, что желаю, то и получаю. Заклинаю. Утром, когда просыпаетесь ранним утром, можете это записать, рядом положить. И несколько дней подряд, вот ранним утром, это начитывать 4 раза желательно. Только проснулись, чтобы день был удачный. Если вы часто будете это делать, вы заметите, как постоянно на работе и везде станет легче работать, лучше, не знаю, может быть, торговать, если вы торговлей занимаетесь и так далее. Понимаете, как-то уже силы, духи изначально будут подготавливать каждый день для вас более удачливым, более таким полным везения, спокойствия, отгонять вот эти все отрицательные энергии. Утром, когда вы встали, еще не наступили на пол, то есть не встали с кровати, а просто проснулись. Читайте 4 раза. Дом светом наполнится, желание мое исполнится. Да будет так. Аминь во 100 крат. Чтобы ваше желание исполнилось, налейте стакан воды. Ну вот в этот момент исполнилось. Да, еще раз говорю, если более такие желания, конечно, нужно ритуалы проводить. Но вот сейчас, вот в данный момент, чтобы дома, может быть, спор разрешился в вашу пользу, чтобы вас выслушали на работе и так далее. Налейте стакан воды, теплой воды, сейчас зима. Значит, наливайте на корни дерева, под дерево, и говорите 6 раз. И потом с этим стаканом воды возвращайтесь обратно. Ну, можете бутылкой налить, неважно. Ну, там, естественно, лес не засоряйте. Можно у себя в огороде, можно и в огороде. Наливайте и говорите: дерево, ты воды желала, я твое желание исполняю. Корни твои поливаю, а ты мое желание исполни. Дерево, я тебя заклинаю. Дерево, ты воды желала, я твое желание исполняю. Корни твои поливаю, а ты мое желание исполни. Дерево, я тебя заклинаю. И уходите. И обязательно в этот момент то, что вы просите, сбудется. Дальше. Теперь, чтобы вам везло, чтобы удачу перетянуть. Вот утром умылись, вот как вы обычно умываетесь, все процедуры сделали. В конце еще один раз так умыли лицо. И не протирая, смотрите прямо в зеркало на свое отражение. И произносите 6 раз. Ну, шепотом, естественно, здесь шепотки. Аравот люсо, утро свято, а я удачлива и богата. Без заклинаний, без ничего. Аравот люсо, утро свято, а я удачлива и богата. Не вытирайте лицо, пускай высохнет. Ну, через пару минут уже испарится все. Далее. Глядя в зеркало, вот вы там на работе или где-то еще, вот в этот момент вам нужна удача. Вы хотите идти поговорить насчет чего-то, чтобы вас послушали, сделали. Или вот вы подошли, посмотрели, хотите, чтобы вам скидку сделали. Зайдите так к
грубо говоря, извиняюсь, туалет там торгового центра, глядя в зеркало, начитайте, если никого там нет. Повернитесь, идите покупать, и вам обязательно уступят. Здравствуй, мое отражение. О, многоликая тать, удачу изволь мне дать. Удачу мне притяни, везением награди, ключ, замок, язык. Здравствуй, мое отражение. О, многоликая тать, удачу изволь мне дать. Удачу мне притяни, везением награди, ключ, замок, язык. И уходите. Если вы идете за важным делом и очень переживаете, получится у вас или не получится, или что, начитайте вот этот заговор, вот этот шепоток. Нашепните перед выходом. Ну вот, нашептали где-то, стоя там дома. Потом вышли, естественно, закрыли дверь. Можете одна ехать, еще с кем-то, неважно. Перед выходом. Уйду тайком, вернусь со свитой. Уйду гуськом, вернусь корольком. Уйду как воин, вернусь победителем. Заклинаю. Еще раз. Уйду тайком, вернусь со свитой. Уйду гуськом, вернусь корольком. Уйду как воин, вернусь победителем. Заклинаю. Дальше. Умывая лицо, если вы чувствуете, что, например, ну вот какое-то нехорошее предчувствие, и чтобы оно не сбылось, ну вот какой-то неприятный разговор будет и так далее. Умывая лицо, говорите: струя Татьяна, вода Марьяна. Смываю беду, беру удачливую долю. Заклинаю. Струя Татьяна, вода Марьяна. Смываю беду, беру удачливую долю. Заклинаю 6 раз. И потом смело идите, спокойно, ничего вам не скажут, не сделают, не страшно. Если у вас косметика, например, вы не хотите прямо умываться так, ну так слегка просто. Ну, так, я даже не знаю, руками как-то так смойте что-нибудь с лица, какую-нибудь точку. Но проведите, это вам поможет в такой трудный момент. Вот если человек зло на вас глянул, знаете, бывают такие моменты, вот от неприятного взгляда резкого, иногда бывает, человек спотыкается, падает там, может лицо разбить, может что-то там в руках несет, разбить, может попасть в аварию. До такой степени бывают злые, завистливые взгляды, что человеку прям становится не по себе. У него сразу вот эти мысли, что-то плохое случится. И тут же про себя нашепчите. Твои слова и мысли тебе же вдышло. Забери себе, что с тебя вышло. Свою черноту себе забирай, мою удачу со мной оставляй. Заклято. Очень сильно и очень сразу поможет, сразу легче станет. Нашепчите несколько раз, пока у вас тревога не пройдет. Твои слова и мысли тебе же вдышло. Забери себе, что с тебя вышло. Свою черноту себе забирай, мою удачу со мной оставляй. Заклято. Так, перед сном, если вы на следующий день собираетесь идти куда-то, и у вас там важное дело, чтобы у вас вот на следующий день получилось, как вы хотите. Наряду со всеми заговорами шепотки тоже имеют огромную силу. Они помогают, они как вспомогательные, а иногда даже спасительный вот такой вот момент, потому как в этот момент ты, не можешь там делать какие-то ритуалы проводить, заговоры читать и так далее. А нашептать ты можешь по-быстрому. Я вообще рекомендую тем, у кого нет скоропомощников, да, возьмите, заведите маленький блокнот и перепишите те шепотки, те скоропомощники, заговоры, которые вам вот чаще всего пригодятся или вам кажется, что вам понадобится. И с собой носите. Перед сном.
Вот ложитесь спать. Начитали и легли спать. Духи ночные с дневными договорятся. И доля моя начнет получаться. Мне лечь спать, а духу, помощнику моему, встать и до утра мое желание исполнить. Духи ночные с дневными договорятся, и доля моя начнет получаться. Мне лечь спать, а духу, помощнику моему, встать и до утра мое желание исполнить. Ничего не надо говорить, заклятые и прочее, прочее. Доля, я думаю, что вы понимаете, доля не только судьба, доля еще и вот то, что мне предназначено, чтобы получилось. Вот о чем. Перед сном. Чтобы перед сном себя запрограммировать на удачу и всегда на следующее утро встать уже с этой программой удачи. Старайтесь чаще это делать. И чем чаще вы это будете делать, тем больше вероятности, что ваша жизнь начнет постепенно меняться. Вот вместе с заговорами, ритуал. Не всегда же бывает, да, возможность заговоры читать. Не у всех есть возможность. Иногда люди живут не одни, не могут себе это позволить. Но нашептать они могут, по крайней мере. И они не менее сильные работы, чем те же самые заговоры. Просто шепотки, они помогают вот на этот случай определенный. Итак, дни мои, вот перед сном, дни мои удачные, сны мои спокойные, шаги успешные, дела безупречные, жизнь полна везения. Смотрите, такое запрограммирование себя. Начитайте столько раз, сколько душа потребует. 5 раз, 10 раз. Вы программируете себя на удачу перед сном. Чтобы у вас были безупречные шаги, безупречная работа. То есть ничего плохого лишнего, чтобы силы в вашу жизнь не допускали. Дни мои удачные, сны мои спокойные, шаги успешные, дела безупречные, жизнь полна везения. Перед важной встречей читайте и идете. Истина в том, что все холопы, а я повелитель. И всюду моя сила, след и моя удача придет. И все будет, по-моему, да будет так. Истина в том, что все холопы, а я повелитель. И всюду моя сила, а вслед и моя удача придет. И все будет, по-моему, да будет так. 6 раз прочитали и идете. И все будет по-вашему, как вы хотели. На перекресток 4 дорог. Просто есть несколько разных перекрестков. На каждую сторону поворачиваетесь и читаете. И идете домой без оглядки. Если у вас какое-то дело никак не получается, вот никак не пробить. 4 дороги, 4 стороны света. Дороги в разные стороны идут. Только моя сила по дороге удачи к моей мечте ведет. Заклято. Извиняюсь, чуть неправильно прочитала. Меня. Иногда нечетко пишу. 4 дороги, 4 стороны света. Дороги в разные стороны идут. Только меня силы по дороге удачи к моей мечте ведут. Заклято. Вот на каждую сторону читайте и уходите. И поворачивайтесь на ту дорогу, куда вам надо, и уходите. 4 дороги, 4 стороны света. Дороги в разные стороны идут. Только меня силы по дороге удачи к моей мечте ведут. Заклято. Дальше. Чтобы удачи от вас отвалились. Ой, неудачи. Ужас. Неудачи от вас отвалились, извиняюсь. Оговорка. Ну, сейчас сразу запишут кое-кто. Ну, плевать на них. Неудачи.
чтобы неудачи от вас отвалились. Как камень, иногда говорим. Тащу как камень, да, на себе. Вот камень несу, тяжелый камень неудач и так далее. Берете камень, идете, 6 раз над камнем начитываете посреди перекрестка или возле перекрестка, прям становитесь. Кидайте на середину перекрестка этот камень, отворачиваетесь и уходите. И вот тот неудачный момент, который вот в данный момент у вас есть, вот сейчас прям вот никак не получается, у вас тут же получится. Почему я объясняю, что шепотки или скоропомощники, они в основном действуют вот прямо здесь и сейчас. Понимаете, на этот случай. А ритуалы, они более, как бы сказать, с такой далекой перспективой. Они более большой результат дают и определенное время помогают. Камень, любой камень подбирайте, но настоящий камень, не бетон, не какой-нибудь там декоративный. Настоящий, даже вот такой камень можно взять, потому что он тоже настоящий природный камень. Так, идете, становитесь возле перекрестка, начитывайте над камнем 6 раз, нашептывайте, держа в левой руке. Кидайте камень туда и, не оборачиваясь, уходите. Как этот камень на чертов перекресток упал, так и неудачи от меня ушли. Истинно так. Как этот камень на чертов перекресток упал, так и неудачи от меня ушли. Истинно так. Сказали 6 раз, кинули и пошли. Я вам говорила, что магия – это догмат. Одна истина связывается с другим. Вот смотрите, у вас какое-то дело, вот прям вот сейчас уже должно быть, и никак не получается, или вы боитесь, что не получится. Так сделать, чтобы, знаете, как говорят, в жизни был зеленый свет. Вот чтобы в этот момент был зеленый свет для вас. Идите, стойте возле светофора, ну, возле дороги. Не переходите дорогу, просто смотрите на светофор, начитывайте. Вот с той стороны и обратно светофор загорится, еще раз начитывайте с этой стороны. То есть, не переходя дорогу, стойте возле дороги и смотрите. Вот загорелся зеленый свет, тут же начитайте. Люди прошли, все, красный свет, все, подождите. В следующий раз с той стороны загорелся зеленый свет, люди сюда прошли, начитайте и идите. У вас обязательно в этот момент получится то, что вы хотите. Вам будет зеленый свет в этом вопросе. Как этот свет зеленый открывает дорогу для людей. А мне откроет дорогу судьба. Всюду и везде. Зеленая дорога мне. Истина. Как этот цвет зеленый открывает дорогу для людей, а мне откроет дорогу судьба. Мне всюду и везде зеленая дорога. Истинно так. Так, если вам нужно ехать на важную встречу, прям ехать, не идти. Еду на старых санях, за удачей еду. Удачу найду, домой приведу. На санях уеду, а на королевской карете обратно приеду. Истинно. Это перед выходом из дома. Читайте 3 раза и уезжайте по этому делу. У вас обязательно это получится. Нашепчите, скорее всего. Читая, нашепчите, да? Так правильно. Еду на старых санях. За удачей еду. Удачу найду, домой приведу. На санях уеду, а на королевской карете обратно приеду. Истинно так. Дальше. Вот если чувствуете, что в одном каком-то деле сталкиваетесь с этой неудачей, и вот сейчас, вот в данный момент, вот сейчас должны позвонить или там приехать сегодня, завтра, вот прям очень надо вот эта удача. Берете черную нить,
Любая черная нить. Можно кожаная, можно взять там шерстяную нить и завязать на шее, как, не знаю, как бусы, что ли, как цепь. Идете на перекресток, начитываете 6 раз на нить. Можете начитать перед тем, как подойти к перекрестку, чтобы, ну, например, возле перекрестка где-то далеко встать, начитать, чтобы люди вам не мешали. А потом подходите к перекрестку, отрываете, кидаете и уходите. Не, без оглядки. Вот так оторвали шеи, выкинули там рядом посреди перекрестка и пошли. Черная нить на перекрестке. Да, на шее рвать, это я так написала. И говорить: впереди удача, а неудача за спиной осталась. Заклинаю. Так оторвали, кинули и сказали: впереди удача, а неудача за спиной осталась. То есть идете, 6 раз начитали, потом пошли возле перекрестка, это уже 7-й раз. И говорите: впереди удача, неудача за спиной осталась. Пару слов вы успеете сказать. Оторвали, уже скинули там и пошли. Чтобы дела пошли хорошо, в этот день, на следующий день, там, судьбоносный день, помимо всех ритуалов, заговоров, утром встаете, у себя там сделайте заметку, прям рядом положите, встаете и, как просыпаетесь, значит, встаете с правой ноги, кладете ногу на пол, ставите на пол и говорите. Говорите 4 раза. С правой ноги встала, удачу в дом призвала. Позвала, извиняюсь. Удачную силу призываю, удачей себя осеняю. И счастью навстречу иду. Заклято. С правой ноги встала, удачу в дом позвала. Удачную силу призываю, удачей себя осеняю и счастью навстречу иду. Заклято. Вот. Пока что первую часть сняла. Естественно, последующие дни постараюсь и все это снять, и все остальные работы, которые на разных каналах у меня были, и разное время загружалось, то удаляли, то еще что-нибудь, буду снимать. Потому что вы сами знаете, чуть, как есть такая армянская поговорка, глазом моргнешь, уже не твое. Вот чуть забудешь про это дело, и уже где-нибудь оно выплывет. Чтобы такое не было, я всю эту серию своих работ буду снимать и выкладывать, чтобы оно было для историй, для вас и, естественно, для книг, чтобы в последующем они были в книгах. Всем удачи и пользуйтесь во благо себе и своим близким. Но читать только для себя. Своим близким имею в виду, что можете им посоветовать. Естественно. Всего хорошего.